Друзья, на новом Дастере немного меня поддостал такой непонятный скрип. При трогании, при торможении на невысоких скоростях раздается с передней подвесочки. Сейчас попробую. Ну, вам слышно вряд ли будет. Вот заехал в гараж, здесь машина под наклоном немного стоит, отпускаю педаль тормоза, этот звук раздается, и нажимаю сразу опять, этот звук раздается гораздо явственнее. Вот сейчас попробую вам продемонстрировать. Теперь вы поняли, о чем я говорю. Кстати, у меня этот скрип небольшой, он проявляется лишь в самом окончании торможения или в самом начале трогания. Многие бы сказали, забей на это дело и не лазь под капот, не мешай машине работать. К сожалению, у меня так не получается, поэтому я буду пытаться это делать. Что же нам советуют бывалые на просторах интернета, как этот скрип можно устранить и в нем ли дело, получится ли у меня это, смотрите в этом ролике. Как будто резина, не смазанная резина. Кто сталкивался, отпишите. Есть у кого-то еще такое или нет. На предыдущем Дастере все эти такие резиновые скрипы устранялись с помощью силиконового спрея, смазывались втулочки стабилизатора, смазывались сайлентблоки. Он пропадал. В следующий раз, когда или занимался в гараже чем-то, поднимал, опрыскивал, все, допустим, до следующего раза. Здесь он немного другой. И кроме того, я смазывал, этот вариант на новом Дастере не помогает. Кто досмотрел до этого момента, пока я загоняю машину в гараж, напишите сразу свое мнение, что это может быть, ваше предположение. Для того, чтобы осуществить задуманное мною, автомобиль поддомкрачен, колесо снято. На канале Заником. Вы, кстати, знаете, то, что я никогда не скрываю, где какую информацию почерпнул, и всегда оставляю ссылочки внизу в описании. Так что вы просматривайте, есть там что-то или нет. Всегда там найдете, на кого я ссылаюсь и упоминаю, и благодарю тех людей, которые дали мне информацию. Так вот, там было сказано, что подобный скрип, он идет именно от колодок, то, что они создают определенную вибрацию. И где-то я с этим соглашусь, потому что вот именно при практически уже, когда автомобиль остановился, вот чуть-чуть вот здесь вот какой-то непонятный скрип немного раздается. Что мы будем использовать? Будем использовать Felix, универсальную смазку для суппортов. Как ее будем наносить, я вам покажу. Температура до плюс 1000 градусов, вы видите, да? Вот она в таком здесь пакетике, пластичная белая такая масса. Есть еще подобная тоже белая ВМП Авто. Порядок я вам дублировать не буду опять, как все это колодочки снимаются. Снимается вот эта вот пружина, ссылочка наверху, ролик можете посмотреть, где я там даже небольшую травму себе нанес, потому что и одновременно снимаешь, одновременно работаешь, в перчатках все делать неудобно. А так надо работать, конечно, в перчатках. Снимаем вот колпачок, снизу еще второй колпачок, видите, да, вот они, один, второй. Дальше выкручиваем шестигранником направляющие суппортов. Кстати, я вам хочу сказать, многие, а суппорта, направляющие смазывать не надо? Нет, не надо. На Renault Duster направляющие суппортов не смазываются. Запомните это. От грязи они очищаются, но смазывать не смазываются. Можете тоже на том же канале посмотреть, там есть отдельный ролик направляющих суппортов открытого и закрытого типа. Вот там все это подробно
расписано, какие надо смазывать, какие не надо смазывать. Так, ну и заодно, конечно, промерите диск, из чего я уже говорил, из чего я поменял сразу колодки, чтобы раньше времени при замене тормозных колодок не пришлось менять диск, потому что на предыдущем у меня стояли изначально с завода очень жесткие тормозные колодки. Здесь сейчас выработки 17 тысяч практически нет. Я поставил более мягкие Акделка. Отверточкой аккуратненько отжимаем цилиндр, не повредив, аккуратно только, не повредив, самое главное, резиновый пыльник, который здесь есть. Все, сейчас колодочку я отвел. Можно выкручивать направляющую с портов. Когда отжимаем тормозной цилиндр, не забываем проверить, чтобы у нас тормозная жидкость не полилась из бачка. Если уровень ее слишком большой получается, то тогда откачиваем. Шприцом, да, проще всего. Естественно, все очистили от грязи. Направляющие, вы видите, чистенькие, не смазываем, еще раз вам повторяю. А если есть вот желающие, которые смазывают, вы напишите, пожалуйста, чем вы руководствуетесь. Вы видите, я прицепил микрометр. На микрометре у нас сейчас показывает 23,45. Новый диск у нас 24, допустимый минимальный 21,8. Почему микрометр? Потому что, когда я забирал штангель циркулем, мне один из подписчиков написал: я доверяю только микрометру, пожалуйста, специально для вас. То есть диск в норме, все в норме, грязи нет, все хорошо. Прежде чем ставить колесо, здесь, конечно, можно медной смазочкой смазать. Тогда будет вообще все великолепно. Так, колодочки очищенные, обезжиренные. Наносим пасту. Паста у нас наносится, здесь написано как. То есть она идет здесь по пласте, здесь тоже по пласте. И вот здесь, где упирается, где вот эти ушки сделаны, где все прилегающие части. Так, все наносится очень тонким слоем. Пластичность смазки позволяет это сделать. На цилиндр. И все собирается у нас в обратной последовательности. Ну, не забываем, конечно, проверять вот эту пружинку, как она у вас хорошо встала, а то многие ее теряют по дороге. И все на этом. На этом процесс завершен. Переходим делаем то же самое все с другой стороны. С второй стороны тоже вопросов никаких не было. Единственное, что, для чего я с этой стороны все же вам хочу показать. Смотрите, это у меня 17 тысяч километров. Это у меня поэтому здесь все как бы чисто. Вы посмотрите, если у вас здесь грязь, пожалуйста, вы даже это металлической щеткой, и здесь все это очищаете.
И такое очищайте. И мне-то вон протереть это обезжиривателем, и все, у меня здесь еще нет за 17 тысяч ничего, вы сами видите, все чистота. Ну вот, у вас может быть другая ситуация, поэтому все очищаем от грязи, как положено, и здесь и скобу тоже чистим в этих местах, естественно. Все почистили, все намазали, собираем все в обратной последовательности. Друзья, завтра прокачусь, посмотрю, затестю или затещу, протестирую и вам скажу. Глядя на внешний вид автомобиля, у вас, наверное, возникли сомнения, что прошел один день с момента нанесения мной этой смазки на тормозные колодки. И вы будете правы. Прошел ровно месяц. За этот месяц были и дожди, и морозы. Несколько раз заезжал на мойку. То есть затестил работу данной смазки полностью от и до. И что я вам хочу сказать в итоге? А итог следующий. Данная смазка работает. Лично для себя я принял однозначное решение, что вне зависимости от того, какие колодки я буду ставить, устанавливать, я буду использовать данную смазку, которая обеспечивает устранение всяких посторонних скрипов, дребезжаний и т.д. и т.п. То есть это лично мое мнение. А обычно вам я рекомендую только то, что проверил на собственной шкуре, то есть на своем автомобиле. Кому видео было полезным, ставим лайки. Ваши вопросы задавайте внизу в комментариях. Кто не подписан на канал, подписываемся, кнопочка здесь. Все видео в плейлисте. До новых встреч на канале и всех вам благ. Берегите себя.